Всем привет! И с вами снова Светлана Иванова из школы йога-терапии. Сегодня мы с вами поговорим о полном йоговском дыхании или вообще о дыхании в целом. Дышать означает жить, и жить означает дышать. Все живущее зависит от дыхания, и прекращение дыхания – это прекращение самой жизни. От первого крика новорожденного до последнего вздоха умирающего нет ничего, кроме последовательности вдохов. Наша жизненная сила – это наше дыхание. Для каждого движения, для каждого желания, каждой мысли необходима жизненная сила. Йоги заявляют, что правильные навыки дыхания вместе с естественной диетой возродили бы человечество, и современные болезни цивилизованного человека, такие как гипертония, болезни сердца, астма и другие, остались бы только в качестве медицинских терминов в словарях. Йоги утверждают, что благодаря дыхательным техникам энергия воли, самоконтроль, способность концентрироваться, моральные качества и даже духовное развитие человека могут быть ускорены и усилены многократно. Восточные мудрецы говорят: кто управляет своим дыханием, тот управляет своей жизнью. В этом видео вы узнаете о базовой технике дыхания в йоге, с которой начинается пранаяма, то есть учение йоги о контроле дыхания. А также вместе с этой техникой вы узнаете, как пополнить запас своей жизненной энергии. Обязательно смотрите видео до конца, так как в конце будет практика. И подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Не пропускайте мои новые уроки и видео. Что же физиологически происходит с нашим организмом в момент дыхания? Система дыхания обеспечивает поступление в организм кислорода, необходимого для окислительных процессов. Именно эта реакция превращает питательные вещества в энергию. Каждый вдох разносит кислород примерно 100 триллионам клеток. А также система дыхания отвечает за выделение из организма углекислого газа, образующегося в результате обмена веществ. Благодаря данному окислению организм борется с бактериями, плесенью, вирусами и паразитами. То есть, чем больше кислорода в клетках, тем сильнее их защита от вредителей. Огромное количество токсинов выводится из организма через легкие, и низкая продуктивность работы легких значительно замедляет данный процесс. Кстати, друзья, а вы знали, что наша кожа тоже дышит? Общая поверхность кожи нашего тела достигает от 1,5 до 2 квадратных метров и зависит от роста, возраста, пола и массы человека. Или, например, то, что в течение года человек делает примерно 8 миллионов вдохов и выдохов. Так почему же наша способность дышать со временем ухудшается? Я назову 3 самые распространенные причины. Первое – это экология и загазованность. Вся пыль и тяжелые металлы при дыхании оседают в нижних отделах легких. И то, насколько грязный воздух, которым мы дышим, можно увидеть, когда меняем салонный фильтр автомобиля. Кто менял, тот это видел. Поэтому жители крупных городов
в среднем 2 раза чаще болеют респираторными заболеваниями и астмой, чем жители сельской местности. Следующий фактор – это стресс. Во время стресса наш организм автоматически переключается на поверхностное дыхание, и объем дыхания становится меньше. И со временем диафрагма уходит в спазм и перестает участвовать в процессе дыхания. И следующий фактор – это наша осанка. Сутулая осанка сжимает грудную клетку, и человек со временем теряет возможность дышать полной грудью. В результате мы живем как на подсевшей зарядке, как подсевший мобильный телефон, и удивляемся, почему у нас нет сил и энергии. Качество и количество нашей жизненной энергии зависит от нескольких факторов. И одним из таких факторов является наше дыхание. Перед тем, как перейти к практике, давайте еще раз подчеркнем, какие бонусы получит наше здоровье, если мы будем практиковать данную технику. Первый бонус – это вентиляция наших легких, и особенно нижних отделов легких, там, где собирается вся пыль и тяжелые частички металлов. Второй бонус – это увеличение притока кислорода к каждой клетке нашего тела. И как следствие это увеличение жизненной энергии. Третье – это мягкий массаж внутренних органов. Четвертое – на психоэмоциональном уровне это чувство спокойствия, уверенности и решительности. И пятое – это успокоение нервной системы и снижение частоты сердечных сокращений. По частоте сердечных сокращений можно сказать, насколько человек возбужден или спокоен. Какое-то время назад я проводила такой эксперимент. Я собрала контрольную группу из своих клиентов, это было 20 или 30 человек. Они сдали анализ на кортизол. Кортизол – это гормон стресса. Сдавали рано утром, по слюне. А потом в течение месяца мы практиковали техники медитации для начинающих. И в том числе были техники дыхания. Вот эти самые простые и начальные техники. Каждый раз мы замеряли частоту сердечных сокращений и давление, считали дыхание. В конце данного эксперимента кортизол у многих снизился. Снизилась частота сердечных сокращений. Артериальное давление у некоторых, но не у всех. Но, кстати, был очень интересный момент, который меня сильно удивил. У меня была клиентка, у которой повысился кортизол. Я была шокирована и не понимала, в чем дело. У всех снизился, а у одного человека повысился. Я спросила, в чем дело? Как ты себя чувствуешь? Что происходило в твоей жизни? И она мне говорит, ты знаешь, я влюбилась. И мне стало понятно, что даже такие позитивные эмоции, как любовь и переживания, поднимают уровень стресса. Вот так, друзья. И если вам интересно, хочу вам предложить тоже такой же эксперимент. Вы можете поставить секундомер и замерить свое дыхание в течение минуты, а потом замерить пульс. Если не сложно, напишите в комментариях, а также можете добавить свое психоэмоциональное состояние, которое характерно вам каждый день, или, возможно, какие-то диагнозы по здоровью. Вам будет самим интересно увидеть, насколько разными могут быть результаты. Так что подключайтесь. А потом вы можете попрактиковать, например, дыхание, брюшное дыхание, полное дыхание, какое вам больше нравится, и сделать такие же замеры, например, через месяц, через 2, но регулярной практики.
Как я уже говорила, полное йоговское дыхание – это базовая техника в пранаяме. И это самая первая техника, которую важно освоить. Состоит она из 3 этапов. Первый этап – это нижнее дыхание. Это диафрагмальное дыхание. И если вы уже смотрели мое видео, я о нем рассказывала очень много. Второй этап – это среднее дыхание, реберное. И третий этап – поверхностное дыхание, ключичное. О нем я тоже рассказывала. Осваивать все 3 этапа надо постепенно, шаг за шагом. И начинать важно с нижнего диафрагмального дыхания. О нижнем диафрагмальном дыхании я рассказывала в своем видео «Научись дышать правильно», а также видео о пользе данного дыхания про поясницу и шею. Если вы не смотрели эти видео, обязательно посмотрите, они очень полезные. И сейчас мы перейдем к практике. Первый этап – диафрагмальное дыхание. Направляем внимание на живот. На вдохе живот идет вперед, на выдохе втягивается вовнутрь. Вдох и выдох. Выполнять технику можно лежа. И в таком случае ладошки можно положить на живот и почувствовать, как на вдохе живот поднимается, на выдохе опускается. Если у вас все хорошо получается, вы и уже практиковали данное дыхание, то можете поделить живот на 3 части. Нижняя часть до пупка, район пупка и область подреберий. И попробовать подышать разными отделами, то есть низом живота, нижней частью, средней частью и верхней частью. Естественно, практиковать можно сидя. Если сложно сидеть, скрестив ноги, подкладывайте подушечку, приподнимайте таз. Можно подкладывать подушечки под колени, если вам не хочется практиковать лежа. Или используйте стул. Вариантов может быть множество. Самое главное – освоить этот этап в самом начале. Второй этап – это среднее дыхание или реберное. На вдохе ребра расширяются и на выдохе сужаются. Вдох, ребра расширяются и на выдохе сужаются. Поначалу может не получаться, но вы хотя бы думайте о том, что на вдохе ребра расширяются и на выдохе сужаются. Ладони можно держать на ребрах, но ни в коем случае не создавайте движения за счет ладошек. Они просто для контроля находятся здесь. Третий этап, третья фаза – ключичное дыхание. Также можно пальчики положить слегка сверху на ключицы. И теперь попробуйте подышать поверхностным дыханием, когда на вдохе ключицы слегка подаются вверх. В данном дыхании принимают участие мышцы вспомогательные, лестничные, мышцы шеи. На вдохе ключицы слегка приподнимаются и на выдохе опускаются. Когда вы по отдельности освоите каждый этап, надо будет все соединить. И начинаем делать вдох с живота, продолжаем ребрами и доходим до ключиц. И выдох
Также сначала живот, потом ребра и потом ключица. Примерно так вдох, ребра, и дыхание доходит вверх до ключиц. И выдох, живот опускаются, ребра сужаются, и ключицы уже просто сами опускаются вниз без всяких усилий. Если сложно выполнять дыхание сидя, вы можете выполнять его лежа. Никаких проблем в этом нет. Постепенное выполнение всех 3 фаз данного дыхания, сначала брюшное, реберное и ключичное, составляет полное йоговское дыхание. Вы можете практиковать по-разному. Если вы практикуете утром, либо в середине дня, вы можете пробовать делать вдох на счет 6 и выдох на счет 6. Потом постепенно увеличивая цифру, например, вдох 8, выдох 8, затем вдох 10, выдох 10, на счет 10. Если вы практикуете вечером перед сном, то я рекомендую брать такую последовательность, когда выдох в 2 раза длиннее, чем вдох. Например, вдох 4, выдох на счет 8. Дальше. Вдох 4, выдох на счет 12. Или вдох 5, выдох на счет 15. Постепенно усложняя практику. Данная техника укрепляет дыхательную мускулатуру, позволяет максимально задействовать все отделы легких и увеличить объем их вентиляции. Почему следует начинать практику пранаямы с освоения полного дыхания? Зачастую в дыхательной мускулатуре имеются неосознанные мышечные блоки, ограничивающие работу некоторых сегментов легких. Регулярная практика полного дыхания позволяет ликвидировать эти закрепощения. Благодаря практике полного дыхания наработка и закрепление моторных автоматизмов дыхательной мускулатуры, оптимизация дыхательного рисунка закрепляется и входит в повседневную жизнь, и тело начинает само выбирать нужный и самый верный режим вентиляции легких, включая дыхательные мышцы, которые необходимы в данный момент времени. Практикуйте, друзья, не ленитесь, и ваше здоровье отблагодарит вас. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Обязательно пишите комментарии и увидимся в следующих моих видео. Желаю всем здоровья. Пока!